у вас головные боли, головокружение, слабость, проблемы с сосудами, с сердцебиением, вы раздражительны. Если вы услышали хотя бы один из признаков, которые я сейчас перечислила, то это может означать, что в вашем организме недостаток витамина В12, о котором мы сегодня с вами и поговорим. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Дорогие мои друзья, мы уже с вами говорили о разных совершенно витаминах группы В. Смотрите мои предыдущие видео, но сегодня я хочу завершить эту серию, и это будет у нас витамин, самый любимый витамин всех неврологов, витамин В12. Он был открыт британским химиком Дороти Хонджини в 1956 году, за что она и получила Нобелевскую премию. Витамин В12 – это водорастворимый витамин, который единственный накапливается и хранится в нашей печени. Витамин В12 участвует во многочисленных процессах нашего организма. Он отвечает за метаболизм, он поддерживает работу нашей нервной системы, поддерживает и стабилизирует работу наших подпочечников. Он улучшает кровообращение нашего организма. Он помогает усвоению железа, он участвует в регуляции клеточного деления, и также он активно играет роль в нашем кроветворении. В12 очень и очень важен для нормальной работы нашей щитовидной железы. Также, если у вас повышен гомоцистеин, о котором мы уже неоднократно упоминали в моих лекциях о витаминах группы В, и при этом недостаток витамина В12, у вас колоссальный риск заболевания сосудов и сердечных. То есть какие сердечные заболевания? У нас ишемическая болезнь сердца, это инсульты, это инфаркты. Ну и, конечно же, это все влияет на работу нашего мозга. Если у вас будут проблемы с сосудами, то вполне возможно в какой-то момент нервные окончания перестанут подавать какие-либо сигналы в ваш головной мозг, и можете себе представить, что с вами случится. Это я вас не пугаю этим самым, но нужно обязательно обращать внимание на эти все вышеперечисленные симптомы. Давайте затронем еще более подробно те же самые симптомы, о которых мы уже немножечко начали говорить. Значит, это зябкость, головокружение, слабость, резкие скачки вашего настроения. Вы не понимаете, что с вами происходит. Вдруг у вас настроение абсолютно поменялось. Это какие-то депрессивные состояния, это апатии. Вы можете хуже начать видеть, то есть у вас зрение будет такое более размытое. Потом смены в ваших вкусовых каких-то предпочтениях. Иногда у вас может также просто-напросто исчезнуть аппетит, и вы начнете резко худеть. И ощущения таких, знаете, как будто бы мурашки бегают по всему телу. Ноги, руки, конечности немеют. Появление одышки. Вроде вы как и не пробежали, и не занимались никакой гимнастикой, а у вас появляется одышка, буквально за какое-то короткое время вашей пешей прогулки. Тоже на это нужно обязательно обратить внимание. Витамин В12 синтезируется микрофлорой нашего с вами кишечника. Но мы его зачастую, и даже не зачастую, а всегда получаем из продуктов питания животного происхождения. Где же этот самый витамин В12 находится? В каких продуктах? Это прежде всего красное мясо, говядина, баранина, свинина, индейка, курица, субпродукты, морепродукты, рыба, молоко, яйца. То есть весь этот витамин В12 мы с вами можем получать из продуктов питания. Казалось бы, мы их получаем, все это скапливается и хранится у нас в нашей печени, что нам еще нужно. Но есть люди,
которые входят в группу риска по дефициту витамина В12. Конечно же, это прежде всего веганцы и вегетарианцы, которые не едят вообще продукты животного происхождения, никакого мяса. Это, конечно же, большая вероятность риска нехватки витамина В12. Поэтому всем веганцам и вегетарианцам обязательно нужно дополнительно принимать витамин В12. Беременные женщины, обратите тоже внимание на этот самый витамин. Люди, которые старше 60 лет. Те, кто имеет проблемы с желудком, и у вас, естественно, не усваиваются все эти витамины, и также витамин В12. Люди с ожирением. Если у вас лишних 20-30 килограмм, непременно проверьте витамин В12. И также те, кто на регулярной основе принимает таблетки от изжоги, антибиотики большими курсами принимают, они тоже в группе риска нехватки витамина В12. Пациенты, которые принимают метформин, препараты группы метформина. Конечно же, еще в группе риска те, кто злоупотребляют алкоголем. Вот такие вот люди, которые много пьют на регулярной основе, знаете, у них даже туловище такое на тоненьких ножках с большим таким животиком пивным. Эти люди, вы их можете увидеть у любого киоска, 100% у них будет нехватка витамина В12. Какие еще характерные признаки нехватки этого самого витамина В12? Это, знаете, такая бледновато-желтоватая кожа. Это люди, у которых хроническая усталость, те, у кого учащенное сердцебиение, нужно тоже на это обязательно обратить внимание. Опять же, вот это вот депрессивное состояние, перепады резкие настроения. Еще один из симптомов – это красный увеличенный язык. И тоже немаловажный фактор – это покраснение и зуд вокруг рта. Тоже обратите внимание на это. Это один из таких больших ярких признаков того, что нужно проверить свой витамин В12. А каким же образом мы должны проверить этот самый витамин В12? Все очень просто. Вы идете к своему семейному врачу, сдаете анализ крови, и ваш семейный врач вам говорит, есть у вас недостаток и какой, и назначает вам конкретную дозировку этого самого витамина В12, который необходимо именно вам, для вашего организма. В среднем, если мы так посмотрим, то средняя доза витамина В12 она где-то 2,5 до 3 мг в сутки составляет. Но тем не менее, не занимайтесь самолечением, сходите к своему доктору и обследуйтесь. И, конечно же, он вам назначит именно ту дозировку, которая необходима именно для вас и для вашего организма. Дорогие мои друзья, вот так я вкратце, очень сжато постаралась вам рассказать об этом самом витамине В12. Будьте все здоровы, счастливы и следите за своим здоровьем. Помните о том, что ваше здоровье исключительно в ваших руках. И лучше заметить какие-то симптомы на ранней стадии, чем запускать процессы каких-то изменений вашего организма. Спасибо, что сегодня были со мной. И с вами была любящая вас Виктория. До новых встреч, до новых интересных лекций.